Зайчка. Зайка моя. Моя кися. Давай зевай. Работает. Да? Работает. Мы вышли на улицу. Да, сбрасывай. Видите, пойдем пройдемся еще немножко. Мы погуляли на улице. Ну как погуляли, прошлись. На улице очень-очень неприятный воздух, поэтому дома, наверное, дышать будет легче. Сейчас поднимаемся. Опять тут зеркало испачкало. Нужно вытереть. Да. Но тепло на улице, я вам скажу так, нормальненько. Пузяка, да, так надуло именно. Вот как ляжет бывает. Вообще. Но все равно, мне кажется, что он не сильно большой для 8-го месяца. У меня он уже через недельку 8-й месяц. Ой, начинается. Ну, а так тяжко иногда носить, конечно. Все зависит от, вы знаете, как ляжет. Я Юре говорю, скажи своему, пусть компактненько там как-то уляжется. И сегодня как-то сильно активно вот здесь прям царапает. Уже ноготки, наверное, есть, ногти есть, потому что иногда чувствую такое прям царапание. И мы еще сегодня смотрели с Юрой видео. Вот этот мужичок, кстати, университет здорового ребенка. Это кто? Няньковский? Какая-то фамилия у него. Не знаю, какая фамилия, но он, кстати, очень много гремит у нас. Гром среди ясного неба, уже привыкли. Он рассказывает очень много полезностей и толковых полезностей именно про уход за ребенком. Ну, вот это все можете посмотреть, послушать. Рекомендую. Короче, ребята, кто фукал, но вы не представляете, как это вкусно. Некоторые даже подумали, что на самом деле на заставке анализы. Ну, короче, кому что. И как вы можете смотреть на колбаску и говорить, что это картошка? Есть пирожная колбаска, есть пирожная картошка. Это совсем два разных понятия. Кстати, в картошку зачастую добавляют еще коньяк и сгущенку. Поэтому, если она в виде колбасы, значит, это пирожная колбаска. Так, я в воскресенье пропала. Почему? Потому что я реально спала. И я вспомнила, когда переводят часы вот в это время, ну, в эти дни, перед переводом часов, у меня организм очень сильно это чувствует. И также чувствует ветер. Вот когда поднимается, вот на днях должен подняться сильный ветер, вот так вот давление у меня и скачет. Поэтому мне было так плохо. Я в воскресенье решила сделать себе выходной, ничего не снимала. Просто спала, лежала. Конечно, честно скажу вам, уже надоело. Вот здесь уже просто никуда не выходить толком, да, вот, ну, ничего не делать. Я сейчас хочу, наверное, я уже, конечно, не могу из-за своих размеров, габаритов пофотографировать вещи на себе. Мне нужно вот эту закупку, которую я делала, ну, нижнего белья, там халатики, пеньюары. Я хочу как-то пофотографировать, повыставлять, выставить свой магазин Инстаграм, чтобы девочки, те, у кого есть возможность, хотят что-то приобрести, чтобы они могли купить. Потому что мне нужно тоже как-то выживать и у себя держать просто эти вещи, ту закупку, которую я сделала. Ну, это вообще как-то не очень выгодно, понятное дело. Плюс, блин, я не знаю, коляски сейчас такие цены даже на БУ, если брать с хорошими колесами, но нереально, поэтому нужно как-то подзаработать, и я хочу вот эти вот вещи, которые я закупила до войны, выставить. Будет чем заняться, заодно я себя этим займу. Хотя, конечно, маловероятно, что кто-то что-то купит из-за того, что, ну, это, ну, знаете, это не колбаса сейчас, не хлеб, такое, оно мало кому нужно. Понятное дело, что цены буду я ставить вообще чуть ли не минимальные, можно сказать, ну, конечно, чуть больше, чем закупка, хочу какую-то часть отправить на помощь. Я на самом деле уже подумываю, просто я понимаю, что в моем положении сейчас вот 8-й месяц, меня вообще никто никуда не возьмет, но очень есть желание, не знаю, найти какую-то кофейню, какой-то магазинчик, выйти работать, хоть как-то подзаработать. Ну, понятное дело, что сейчас это вообще нереально сделать из-за того, что еще как бы не все открылось, это раз. Во-вторых, если выходить в таком положении на работу, то это только по знакомству, мало кто захочет взять меня в положение. Завтра Юра уезжает, он уезжает там по делам, по помощи, вот, а я завтра должна пойти в поликлинику,
я пойду сама, понятное дело. Мне нужно зайти будет еще в аптеку. И нужно будет зайти в Приватбанк, спросить по поводу выплат социальных. Там мне, так как я нигде не оформлена, ничего, мне декретные должны выплатить. И тоже неизвестно когда вообще, может это будет через полгода, вообще непонятно когда. Вот, но сделать нужно декретные 2500 гривен всего лишь. Вот. Это делается, во-первых, в поликлинике, да, где я в ЖК состою на учете. Они выпишут мне декретные, я пойду в Приватбанк, мне нужно социальную карту открыть. Возможно, социальная карта в такое время, она, как бы не изготавливается, и они просто дадут счет на какую-то из карт, да, которые выдадут счет на социальные оплаты из карт, которые у меня уже существуют в Приватбанке. У меня 3 карты есть: долларовая и 2 обычные дебетовые. Вот. Поэтому буду решать. Я не хотела получать эти соцвыплаты раньше, потому что, были зарплаты, и понятное дело. Короче, сейчас я понимаю, что это очень-очень надо. Вот, важно будет. Сделаем. Я думаю, Приватбанк будет открыт завтра, посмотрим. Ну, а в поликлинику пойду, потому что 30 недель уже, и мне нужно сделать замеры, плюс я отнесу анализы. Анализы пришли. Я бы не сказала, что они супер хорошие, но они не супер плохие, то есть, в принципе, как бы нормально. Анализы нормальные, но из-за того, что, наверное, не полностью достаточный витамин, я принимаю, ем, вы вот говорите, ешь разные там овощи и все такое. Ребят, овощи, помидоры, вообще никакие, 190 гривен килограмм стоят. Вообще никакие, это пластик, просто невозможно есть. Какие витамины вы оттуда возьмете вообще? Короче, это только какие-то комплексные витамины покупать, и все. Вот. То же самое молочка. И из-за домашней молочки я не могу употреблять домашнюю молочку, именно домашнюю, не пастеризованную, что ли, так я лучше скажу. У меня живот крутит, мне плохо от домашней молочки. А вот пастеризованную такую, вот, как, знаете, магазинную в брикетах, все сейчас, во-первых, творог очень сложно найти, творог. Молоко продают, да, молоко продают, но вот так вот пить с стакана молоко я тоже не могу из-за того, что у меня потом крутит живот. Я не знаю, есть у меня переносимость этого молока, я не проверялась, но мне вот реально плохо после молочного. Я добавляю молоко только в какую-то выпечку или же добавляю молоко в кофе. И все, поэтому... рыба. Насчет рыбы у нас есть в холодильниках, в магазинах только рыба. Хек перемороженный, сухой очень сильно, перемороженный хек. Я видела, больше никакой рыбы, в принципе, я и не наблюдала. Может, где-то она и есть, если знаете, напишите. И тоже, если брать рыбу, цены, вы же должны понимать, что, как бы... Даже если что-то и найдешь, то не все ты купишь. Сейчас на данный момент и так у всех. Это не только у меня так. У нас, в принципе, практически все остались без работы. Те, которые работали в каких-то магазинах, продуктовых особенно, да, то те хоть повыходили, слава богу, как-то работают, чем-то занимаются. Вот. А все остальное просто вот так вот. Это как раз ответ на вопрос по поводу работы. Вот, сейчас реально многие остались, можно сказать, вообще без ничего. Вот, а мы тут продолжаем доедать то, что есть. Мама принесла, передала сардельки, я их разморозила, потому что кинула в морозилку. Я вообще, честно, стремаюсь по поводу того, что выключат, света не будут. Павербанки найти нереально, у нас один. Я, кстати, почему-то у меня было огромное желание купить павербанки. 2-3 штуки, чтобы были дома в запасе постоянно. Слушайте, сейчас у нас один есть. Можно ноутбук использовать вместо павербанка еще. Страх отключения света. Вот серьезно. Нет света, нет еды горячей толком. Потому что у нас электрическая плита. Я вообще, квартиры с газовыми плитами я всегда старалась обходить стороной. Не знаю, почему-то мне вот электро всегда больше, знаете, подходила под меня. Вот, мне было всегда удобнее на электро готовить. Но все-таки, если есть газовая плита, это круто. Но также и опасно, потому что, понятное дело, трубы, газ,
это намного опаснее. У нас, кстати, наконец-то с сегодняшнего дня отключают отопление. Рубашка не застегивается, выпирает. Выключили, должны отключить сегодняшнего дня отопление, чему я очень рада. Дома дышать просто нечем. Настолько, ну, сухой воздух, именно уже тепло на улице, знаете, и лучше лишних пару вещей надеть, чем задыхаться. Я вот лежу, засыпаю, мне не хватает воздуха. Мне нужно, чтобы в квартире, в комнате было прохладно, там, где я засыпаю. Для меня это очень важно. Поэтому я всегда стараюсь проветривать, но сейчас особо не проветришь из-за того, что не очень качественный воздух на улице. У нас такой красное солнце, красный закат, очень красивый. Жалко, что воняет на улице дымом. Так бы на балконе еще посидела, немножко подышала. Ну и то, что я захотела на вечер, готовлю гренки сладкие. Батон как раз позавчерашний, но он такой еще более-менее. Сегодня купили свежий. Хлеб продается, завезли, это первые дни. Было, конечно, голиком сейчас. Вот, и я вот себе пожарю и с чаем съем вечером. Не очень полезно, я вам скажу, но зато очень вкусно. Это самое лучшее, что могло быть сейчас. Такой вот десерт из детства. Я, кстати, в последнее время, наверное, часто делаю в этом месяце. Уже второй раз, поэтому, да, раньше один раз в год, может, даже один раз в 2 года делала. Очень дни так быстро пролетают. Ребята, месяц вообще, вот уже конец месяца почти. Это мне еще 1,5-2 месяца и все. Вообще не верится. Завтра пойду куплю себе комплекс витамин. Вот. Комплекс витамин. И зайду в поликлинику, все сделаю. Завтра тоже буду снимать влог. Такое. Я надеюсь, что все равно, знаете, какие-то такие мысли позитивные немножко в голове, что оно рано закончится. Не поздно, а рано закончится это все. И очень надеюсь на это. Вот всем, вот мне особенно хотелось, я вообще не могла себе представить, и хотелось вот в июне, понимаете, спокойно гулять с коляской по паркам, не бояться ничего. Еще такая новость, кто Таню и Джим смотрит, кто занимался с ней, может, беременна тоже. Я догадалась, когда фотку она выставила, помните, в Инстаграме. Вот. Я не подписала, кто это, закрыла лицо, но я думаю, что девчонки, те, кто ее смотрит, поняли. Тоже беременна, но она в Дубае. Там, конечно, не так, как у нас, понятное дело. Вот, но я очень за нее рада. И тоже у нас так схожие истории, потому что тоже в 2013 они расписались. Я тоже расписалась с Юрой в 2013. Вот, и они 10 лет вместе. Мы тоже 10 лет вместе. И вот спустя 10 лет, что они, что я, мы захотели ребеночка, доросли морально. И также давили что на нее, что на меня со всех сторон. Особенно девчонки, которые уже по несколько детей имеют. Вот, давили. Конечно, это все очень круто, но это получается в военное время, конечно, не так все просто. Сейчас еще и слухи пошли, то, что прививок нет. Опять гремит на улице. Прививок нет, особенно вот эти вот, знаете, прививки БЦЖ, по-моему, да, первые прививки, которые делаются в роддоме. Очень-очень-очень редко можно найти, и нужно ездить после того, как родила, с ребенком, искать, где они вообще есть. Вот такие дела. Но я надеюсь, что за эти 1,5-2 месяца что-то исправится в лучшую сторону, понятное дело, и все будет на месте. Все прививки, оформлять ребенка будут, не нужно будет кататься под СНАПом, по всем этим, ну, как они называются, госструктурам, да, чтобы записать ребенка, свидетельство о рождении получить, вот. Надеюсь, что все изменится. Пойду я читать Комаровского дальше, продолжать, вот, и буду отдыхать. Всем пока, до завтра.